Осматривая его почву и пытаясь ответить на некоторые из его наблюдений и замечаний по поводу пригодности почвы для работ, когда грузовики начали сыпать миллионы пчел на почву пустыни. Невада, все считали это самой глупой идеей в сельском хозяйстве. Социальные сети взрывались видео, на которых фермеры буквально выливают пчел на почву, покрытую солью, которая выглядела скорее как пустошь, чем как ферма. Спасение пчел – движение, целью которого является помощь этим опылителям. Мэри Джамбо объясняет, что может сделать законопроект Ассамблеи номер 221 и какую роль пчелы играют в Южной Неваде. Сельскохозяйственные эксперты называли это жестоким обращением с животными. Соседи полагали, что фермеры сошли с ума. Местные телеканалы рассказывали истории о безумном эксперименте с пчелами в Неваде, который казался обреченным на спектакуляр провал. Но через месяц пчелы стали важной частью сада Гилкри. Они транспортируют пыльцу между цветами, что может способствовать оплодотворению плодовых деревьев. Те же люди, которые издевались и критиковали смелую стратегию Невады, отчаянно пытались повторить то, что сделали ее фермеры. Осознав, что полностью неверно оценивали нечто, что изменит сельское хозяйство навсегда – фермерское бедствие. Фермеры Невады столкнулись с кризисом, который угрожал разрушить их образ жизни целиком. Этот пустынный штат всегда испытывал трудности в сельском хозяйстве, но к 2023 году ситуация стала отчаянной. Урожаи снижались каждый год, и традиционные методы сельского хозяйства больше не работали в условиях, становившихся все более суровыми. Проблема заключалась не только в очевидном пустынном климате. Почва Невады становилась все более щелочной каждый год из-за минералов, оставленных древними озерами. Обычные культуры не могли справиться с солеными условиями, и фермеры тратили целые состояния, пытаясь исправить почву, которая казалась решительно настроенной на то, чтобы оставаться поврежденной. Но была одна культура, которая каким-то образом процветала в этих ужасных условиях – люцерна. Это растение с фиолетовыми цветами имело глубокие корни, достигающие водоисточников, к которым другие культуры были недоступны. И что еще важнее, люцерна была невероятно ценна. Фермеры могли зарабатывать серьезные деньги, выращивая ее, особенно если удавалось собирать семена, а не просто сено. Фактически, семена люцерны и растения, выращенные из них, способны удерживать воду в почве, что обеспечивает будущее посевам меньшую зависимость от резких засух. Но вот тут начались сложности. Семена люцерны образуются только тогда, когда цветы опыляются очень специфическим образом. Цветочные лепестки работают как маленькая катапульта, которую нужно активировать правильным давлением. Большинство пчел, включая обычных медоносных пчел, которые обычно используются фермерами, либо не могут активировать этот механизм, либо просто отказываются делать это из-за дискомфорта. Без надлежащего опыления люцерна будет выдавать множество цветов, но очень мало семян. Фермеры теряли $1000 каждый сезон, потому что их красивые фиолетовые поля не давали семена, которые им были так нужны для поддержания бизнеса. Нужно было что-то менять, быстро. Но выбранное решение впоследствии сделало их посмешищем всего сельского хозяйства. Ответ был закопан в собственной истории Невады с видом пчел, о которых большинство людей никогда не слышали и точно не понимали. Странное открытие в древних исследованиях. Доктор Клара Мартинес рылась в старых сельскохозяйственных исследованиях, когда нашла нечто, что заставило ее остановиться на мгновение. Где-то в исследовании 1970-х годов была информация о местной невадской пчелиной породе, которая казалась почти слишком хорошей, чтобы быть правдой. Эти пчелы, называемые щелочными пчелами,
казались идеальными опылителями люцерны, которых не видели в Неваде уже тысячи лет. Исследование показало, что щелочные пчелы ведут себя совершенно иначе, чем обычные медоносные пчелы. Вместо того, чтобы жить в ульях и делать мед, эти пчелы-одиночки, которые строят подземные жилища в соленой почве. Каждая самка рыла свою собственную сеть тоннелей и выращивала своих детенышей в отдельных подземных камерах. Что заставляло сердце доктора Мартинес биться чаще, это то, как эти пчелы взаимодействуют с цветами люцерны. В отличие от медоносных пчел, которые избегали механизма щелкания лепестков, щелочные пчелы, казалось, любили его. Когда они приземлялись на цветы люцерны, их размер и вес идеально запускали механизм опыления каждый раз. Они были словно маленькие ключи, созданные специально под замки люцерны. Эксперимент, который попал в заголовки. Когда фермер Билл Ричардсон согласился попробовать эксперимент доктора Мартинес с алкали-пчелами, он не знал, что местные новостные группы вскоре будут снимать его, как он сбрасывает миллионы пчел на гигантскую соленую равнину. Образы, которые распространились по социальным сетям, сделали сельское хозяйство Невады полной шуткой для остального сельскохозяйственного мира. Спасение пчел, движение, целью которого является помощь этим опылителям. Мэри Джама объясняет, что может сделать законопроект Ассамблеи номер 221 и какую роль пчелы играют в Южной Неваде. Первый шаг Билла заключался в подготовке участка площадью 5 акров на своей земле специально под эксперимент с пчелами. Рабочие использовали специальное оборудование для создания идеальной консистенции почвы, достаточно рыхлой для копания, но достаточно устойчивой, чтобы поддерживать туннельные системы. Затем наступила часть, которая заставила всех подумать, что Билл сошел с ума, покрыл всю территорию толстым слоем соли. Процесс применения соли выглядел абсолютно безумно для внешних наблюдателей. Грузовики привозили тонну за тонной соли, которую рабочие рассыпали по подготовленной почве так, будто пытались уничтожить все, что могло бы вырасти там. Местные жители, проезжая мимо, останавливались, чтобы сфотографировать происходящее и публиковать в интернете снимки безумного фермера, который засаливает свою землю. Затем Билл установил подпольную систему. Ничего не видно над поверхностью. Эта скрытая сеть труб и датчиков поддерживала влажность почвы именно на таком уровне, чтобы туннели пчелам было удобно строить. Система оказалась крайне дорогой и сложной и требовала постоянного контроля и настройки. Критики утверждали, что Билл тратит больше денег на подземные системы полива, чем большинство фермеров расходуют на всю свою ирригационную систему. Наконец наступил момент, который попал в национальные новости – доставка пчел. Специализированные грузовики привезли миллионы алкалиевых пчел, которых тщательно выращивали и готовили к выпуску. Вид рабочих, которые буквально сбрасывали миллионы живых пчел на почву пустыни, покрытую солью, выглядел настолько абсурдно, что видеоклипы стали вирусными в социальных сетях. Комментарии посыпались от агрономов, экологов и обычных людей, которым было не понять, что же думают фермеры Невады. Это жестокость к животным. Одни утверждали, что эти пчелы умрут в пустыне, другие предсказывали террористическую катастрофу. Нет, но аграрные профессоры приводили эксперимент Билла как пример ошибочных сельскохозяйственных практик в своих университетских лекциях. Негативное внимание было подавляющим. Билл начал получать письма ненависти от людей, которые считали, что он мучает пчел ради какого-то безумного сельскохозяйственного эксперимента. Но Билл и доктор Мартинес знали, что им нужно подождать как минимум месяц, прежде чем можно будет судить, работает ли их осмеянный эксперимент или падает в целиком провал. Подземная загадка, которую никто не мог решить. Пока критики продолжали высмеивать эксперимент с выбрасыванием пчел Невадой, происходило нечто необычное под поверхностью соли, которую никто не мог увидеть или понять.
Миллионы пчел, которых все считали погибшими в пустыне, на самом деле процветали теми же путями, которые противоречили традиционной мудрости о поведении пчел. В течение нескольких дней после выпуска щелочные пчелы начали проявлять поведение, которое поражало доктора Мартинес и сбивало с толку всех остальных. Вместо того, чтобы улетать в поисках более подходящего места обитания, пчелы начали копать. Каждая самка приземлялась на соляную корку, как-то чувствовала идеальные условия ниже и начинала рыть собственную систему тоннелей. Процесс копания не был похож на то, что многие видели раньше. Каждая пчела использовала голову и передние лапы, чтобы пробить соляную корку, затем продолжала копать прямо вниз в специально подготовленную почву ниже. Прокопанные туннели были идеально круглыми и удивительно глубокими, до 12-18 дюймов, примерно 30-45 сантиметров вниз, прежде чем отделяться на горизонтальные камеры. Что поразило доктора Мартинес, так это то, как пчелы, казалось, точно знали, где копать. Они не разбрызгивались по 5-макровому участку случайно, а выбирали конкретные места, создавая эффективную подземную сеть. Некоторые участки становились гуще туннелями, в то время как другие оставались нетронутыми, как будто пчелы следовали какому-то невидимому чертежу. Соль, которую все считали вредной для пчел, на самом деле помогала им во многих отношениях. Она поддерживала почву на оптимальном уровне влажности для строительства тоннелей и препятствовала вторжению других насекомых в зону гнездования пчел. Соль также создавала щелочные условия, которые естественным образом защищали развивающихся детенышей пчел от болезней и паразитов, которые процветали в обычной почве. Под землей каждая самка создавала пещерные камеры, где она хранила пыльцу и нектар перед тем, как отложить одно яйцо. Детенышам обеспечивалось безопасное развитие в этих отдельных помещениях, защищенных солью, пропитанной почвой и тщательным контролем влажности из скрытой ирригационной системы Билла. Но самой удивительной частью было то, как быстро росло население. Каждая успешная самка могла дать несколько потомков, которые созревали и начинали копать свои собственные туннели в той же области. Вместо одноразового выпуска пчел пятно соли Невада превращалось в самоподдерживающийся город пчел, который со временем становился все больше и продуктивнее. Однако истинный тест еще впереди. Никто не знал, сработает ли невадский замысел до тех пор, пока пчелы не начнут взаимодействовать с культу люцерны. Именно тогда будет раскрыт истинный успех или провал сброса миллионов пчел в пустыню. Эффективность опыления. За 3 недели после того, как невадские фермеры сбросили миллионы пчел в пустыню, сельскохозяйственные ученые начали замечать нечто, что полностью изменило их представление об эффективности опыления. Поле люцерны рядом с экспериментальными ководами пчел Билла демонстрировала такие паттерны цветения, которые казались почти невозможными по традиционным аграрным знаниям. Доктор Мартинес установила камеры и оборудование для мониторинга вокруг полей люцерны, чтобы зафиксировать все происходящее. То, что она зафиксировала на видео, поразило специалистов по опылению по всей стране. Щелочные пчелы не просто посещали цветы люцерны, они взаимодействовали с ними так, как ни один другой опылитель не мог добиться. Когда щелочная пчела приземлялась на цветок люцерны, ее подход кардинально отличался от подхода медоносных пчел и других опылителей. Она точно размещалась по центру цветка и своим весом сознательно активировала пружинный механизм опыления. В конце 1940-х и начале 1950-х годов, когда дикую пчелу не хватало для увеличения площадей люцерны, лепестки распахивались с такой силой, что вся ее поверхность покрывалась пыльцой. Но вместо того, чтобы испугаться или пытаться избежать этого,
пчела, казалось, ожидать и приветствовать взрыв пыльцы. Эффективность поражала. Каждая щелочная пчела могла успешно опылить от 200 до 300 цветков люцерны за день по сравнению с медоносными пчелами, которые могли эффективно опылить всего 50-75 цветков за такой же период. Что еще важнее, щелочные пчелы достигали почти 100% успешных случаев опыления, что означало, что почти каждый посещенный ими цветок в конечном итоге давал семена. Ученые, измеряющие пыльцевые нагрузки на отдельных пчел, обнаружили, что щелочные пчелы несут в 3 раза больше пыльцы люцерны, чем медоносные пчелы или пчелы-листорезы. Это означало, что они не только посещали больше цветов, но и более эффективно переносили пыльцу между растениями. Комбинация их размера, поведения и специфических адаптаций к цветкам люцерны делала их невероятно эффективными опылителями. Полевые наблюдения выявили еще одно удивительное преимущество. В то время как медоносные пчелы и пчелы-листорезы чаще работали в ограниченные часы дня, щелочные пчелы поддерживали активные графики опыления с раннего утра до позднего дня. Они, казалось, переносили брюзгливую жару Невады лучше импортируемых видов пчел и не снижали активность в самые жаркие часы дня. Покрытие опыления быстро расширялось. 5 акров пчелиных гнезд Билла фактически обслуживали более 150 акров люцерны, значительно превосходя обычное покрытие в 100 акров, которое считалось возможным по учебникам. Иногда ученые считали щелочных пчел, работающих на люцерне, за более чем 200 акров от их гнездовых участков. Но настоящий шок был впереди. Числа производства семян, которые будут раскрыты на уборке, заставят всех, кто издевался над стратегией сброса пчел Невады, пожалеть о своем скепсисе сильнее, чем могли бы когда-либо представить. Результаты уборки. Когда настал сезон уборки, фермеры Невады, которых критиковали за сброс миллионами пчел в пустыню, собирались получить последний смех. Урожай семян люцерны на полях, обслуживаемых пчелиными гнездами алкалиевых пчел, оказался настолько высоким. Оптимальная плотность пчел-листорезов составляет как минимум 20 тысяч пчел на акр для максимизации производства семян люцерны. Другие фермеры поначалу не верили в реальные цифры. Поля люцерны Билла Ричардсона дали 1850 фунтов семян на акр по сравнению с невадским средним значением 600-800 фунтов на акр для полей, где применялись традиционные методы опыления. Некоторые участки его фермы превысили 2000 фунтов на акр. Урожаи, которые сельскохозяйственные эксперты считали невозможными в условиях Невады. Экономическое воздействие было немедленным и значительным. При продаже семян люцерны по $12 за фунт улучшенные урожаи Билла принесли дополнительно от 15 тысяч до 18 тысяч долларов на акр по сравнению с его предшествующими уборками. На его операцию люцерной площадью 200 акров алкалиевые пчелы значительно увеличили годовой доход более чем на $2,5 миллиона. Но успех Билла был лишь началом. Слухи быстро распространились по сельскохозяйственному сообществу Невады, и другие фермеры, которые изначально издевались над стратегией сброса пчел, начали требовать узнать, как они сами могут создать свои пчелиные гнезда алкалиевых пчел. Отделы сельскохозяйственных консультаций были завалены звонками от фермеров, желавших узнать техники применения соли, которые они ранее высмеивали несколько месяцев назад. Волна последствий затронула не только отдельных фермеров. Общий объем производства семян люцерны в Неваде вырос на 40% в регионах, где фермеры приняли стратегию управления алкалиевыми пчелами.
Это превратило Неваду в один из ведущих штатов по производству семян люцерны в стране, обеспечивая экономике штата миллионы дополнительных долларов сельскохозяйственных доходов. Компании по семенам, которые покупали семена люцерны в других штатах, вдруг обнаружили, что Невада может поставлять более качественные семена по конкурентоспособным ценам. Улучшенное опыление щелочными пчелами приводило к более крупным, более жизнеспособным семенам с лучшими темпами прорастания, когда их сажали. Семена Невады люцерны стали премиальными продуктами, которые пользовались более высокими ценами на национальных рынках. Аграрные университеты, которые критиковали подход Невады, начали отправлять исследовательские группы для изучения пчелиных гнезд алкалиевых пчел. Профессора, которые использовали Неваду в качестве примера ошибок в сельском хозяйстве на своих лекциях, теперь поручали студентам писать работы о инновационных стратегиях опыления Невады. Этот успех привлек внимание сельскохозяйственных сообществ по всему западному побережью США. Делегации из Калифорнии, Юты и Колорадо посещали Неваду, чтобы узнать, как они могут адаптировать управление алкалиевыми пчелами к своим люцерновым хозяйствам. Штат, которого все неодобрительно критиковали за сброс пчел в пустыню, внезапно стал центром инноваций в опылении. Спасение пчел, движение, целью которого является помощь этим опылителям. Мэри Джая объясняет, кооперативы агропромышленной отрасли штата Колорадо вложили сотни тысяч долларов в попытки создать искусственные ареалы обитания алкалиевых пчел. Они нанимали консультантов и покупали специализированное оборудование, но их усилия потерпели неудачу, потому что они не учли различия по высоте и температуре, которые влияют на поведение пчел. Пчелы, которые процветали в конкретной высоте и климате Невады, не смогли адаптироваться к горному климату Колорадо. Неудачные копировальные попытки создали вторичный рынок для экспертизы Невады. Фермеры, которые издевались над оригинальной стратегией сброса пчел Невады, теперь платили невадским консультантам тысячи долларов за помощь в создании успешных операций алкалиевых пчел. Аграрные консалтинговые фирмы в Неваде начали предлагать специализированные услуги для фермера из других штатов, желающих создать свои собственные пчелиные участки. Некоторые штаты пытались обойтись сокращенными мерами, что обернулось катастрофой. Фермеры Аризоны пытались использовать искусственные солевые смеси вместо конкретных минералов, которые работали в Неваде. Их пчелы погибли в течение нескольких недель, и фермеры потеряли все вложения в закупку пчел и подготовку участков. Фермеры Нью-Мексико пытались обойти подземную ирригацию, думая, что поверхностное орошение будет достаточным. Их гнезда полностью провалились в первый жаркий летний сезон. Эти неудачи подчеркивали, насколько сложной была подлинная система Невады. То, что казалось простым, сбрасывать пчел на соленую землю, на самом деле было сложной системой, требовавшей точной подготовки почвы, специфических солевых составов, тщательного контроля влажности и глубокого понимания биологии и поведения щелочных пчел. В то же время фермеры Невады тихо расширяли свои операции и улыбались до самого банка, в то время как их прежние критики пытались понять, что они сделали не так. Научный прорыв. Пока фермеры по всей стране пытались копировать успех Невады, независимые исследовательские группы проводили исследования, которые научно доказали, почему все были неправы в издевательстве над стратегией сброса пчел. Результаты оказались такими впечатляющими, что заставили весь сельскохозяйственный мир полностью переосмыслить подход к управлению опылением. Университетские исследователи, проводившие первое всестороннее исследование операций алкалиевых пчел Невады, зафиксировали числа популяций, превзошедшие все предыдущие рекорды для видов пчел, гнездящихся в почве.
Некоторые отдельные участки пчелиных гнезд содержали более 8 миллионов активных самок пчел, создавая крупнейшие документированные скопления пчел в научной литературе. Данные о продолжительности жизни оказались еще более шокирующими. Несколько гнезд алкалиевых пчел в Неваде функционировали непрерывно более 45 лет. Население пчел продолжало расти, а не сокращаться. Это бросало вызов всему тому, что ученые считали ранее, о том, как управлять дикой популяцией пчел в сельскохозяйственных целях. Большинство программ по управлению опылителями требовало постоянного пополнения и обслуживания. Но подземные города пчел Невады, по сути, были самодостаточными. Измерения продуктивности показывали, что подход Невады экономически превосходит все альтернативы. Одна устойчивая пчелиная нить могла эффективно опылять от 250 до 400 акров люцерны, в зависимости от размера нити и плотности населения пчел. Самая большая нить обслуживала более 500 акров, обеспечивая минимальные текущие затраты для фермера. Генетический анализ популяций алкалиевых пчел Невады показал, что пчелы развили специфические адаптации к местным условиям за тысячи лет. Эти генетические черты делали их гораздо эффективнее в невадской среде, чем любой импортируемый вид опылителей. Пчелы фактически соэволюционировали вместе с местными растениями Невады и условиями почвы. Исследования воздействия на окружающую среду принесли еще одно удивление, которое заставило молчать критиков, обвинявших невадцев в причинении вреда пустынным экосистемам. Пчелиные гнезда алькали на самом деле улучшали местное биоразнообразие, обеспечивая место для гнездования других наземных насекомых и создавая зоны влажности, которые поддерживали местные пустынные растения. Несмотря на смех, эксперимент стал полным успехом, доказав миру, что иногда самые странные идеи – именно то, что нужно. Экономическая империя, которая доказала всем неправоту. Всего через несколько месяцев после того, как все насмехались над Невадой за сброс миллионов пчел в пустыню, финальные цифры урожая оказались настолько невероятными, что критики должны были признать, что полностью ошибались в стратегии Невады. Экономический успех был очевиден и неоспорим. Индустрия семян люцерны Невады превратилась из слабого аграрного сектора в бизнес на $400 миллионов в год, во многом благодаря эффективности опыления алкалиевых пчел. Фермеры, использовавшие пчелиные гнезда, стабильно получали в 3-4 раза больше семян на АКР, чем фермеры, применяющие традиционные методы опыления. Истории отдельных фермеров оказались еще впечатляющими. Билл Ричардсон, который подвергался месяцами насмешек за свои экспериментальные пчелиные гнезда, сообщил о годовой прибыли свыше $4 миллионов только от производства семян люцерны. Его хозяйство выросло с 200 акров до более чем 1500 акров, по мере того, как он расширял сеть ББЭД, чтобы обслуживать дополнительные поля. Преимущество было настолько значительным, что фермеры Невады могли предлагать семена люцерны по более низким ценам, сохраняя более высокую норму прибыли по сравнению с конкурентами, использующими дорогих импортируемых опылителей или механизированные методы опыления. Семена Невады также пользовались премиальными ценами благодаря более высоким скоростям прорастания и качеству по генетическим показателям, полученным благодаря оптимальному опылению. Производители сельскохозяйственного оборудования начали разрабатывать специализированные инструменты специально для строительства и обслуживания алкалиевых лунок почв. То, чем начиналось как издевательский эксперимент, сейчас стимулировало инновации во множестве отраслей поддержки сельского хозяйства. Невада тихо превратилась из сельскохозяйственной шутки в центр опылительной мощи, который изменил сельское хозяйство навсегда. Как вы относитесь к использованию местных видов для решения современных проблем сельского хозяйства?
Вы когда-нибудь видели идею, которая казалась безумной, но на деле работала? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.